Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Я часто слышу, друзья, что неделя моды в Нью-Йорке далеко не столь примечательна, как марафон модных событий в Париже либо в Милане. Но показ коллекции Michael Kors осень 2025-зима 2026 в который раз утверждает обратное. Здесь точно есть на что посмотреть, взять на заметку несколько отличных идей по стилизации образа. Ведь представленный брендом гардероб на холодный сезон – это совсем не про подиумные театральные постановки, а про реальную, носибельную и одновременно роскошную моду. Не случайно новая линейка получила название «Чистый шик». Этакий повседневный минимализм с легким привкусом гламура. В то время, когда многие бренды упорно балансируют между возвышенным идеалом в духе haute couture и потребностью создавать практичные вещи, основатель и ведущий дизайнер одноименного дома моды Michael Kors остается верен своему главному кредо – элегантность без усилий и громких слов, без показной напыщенности, где балом правит естественная красота, а стиль – это не эпатаж, а уверенность и свобода. Пространство для модного шоу решено было оформить в духе уютного современного дома, украсив японскими бумажными фонарями. Фоновая музыка, мягкий свет, который отражался от стеклянных стен павильона, создавали в помещении приятную, теплую, расслабленную атмосферу. Вдохновением в творчестве Kors нынче послужили 70-е с их обволакивающими силуэтами и легкой ноткой богемности. Но в отличие от ретро-образов, дизайнер предложил нам их модернизированную версию. Без излишеств, без перегруженности, только чистый крой и дорогие, безусловно, высокого качества ткани. Цветовая палитра вполне соответствует сезону. В этом плане Michael Kors редко бросается в эксперименты и правильно делает. Обычно для модного гардероба он выбирает сдержанные нейтральные ахроматы – черный, белый и все оттенки серого, приправив все от души карамельным, верблюжьим, глубоким шоколадным. На этом фоне прекрасно в коллекции смотрелись чувственные луки в фиолетовом тоне. И в светлом, и в насыщенном темном, а также все варианты в зеленом цвете, который выглядит гораздо круче, чем уже успевший набить оскомину Mocha Mousse. С одной стороны, нам предложили всегда актуальную, простую, стабильную базу без сиюминутных трендов, но с другой, линейка достаточно наполнена акцентными деталями, заметными аксессуарами, декором, интересными решениями по стилизации образа. Взять хотя бы, к примеру, тот же кожаный ремень, который можно не только эффектно завязать как тканевый пояс, четко обозначив линию талии. Этот же элемент вдруг становится частью воротника рубашки, либо бежевого тренча. Дизайнер порой неожиданно расшивает стеклярусом строгие жакеты, либо включает в аутфит меховые изделия. С длинным пушистым ворсом в коллекции вы найдете не только верхнюю одежду, а еще сумки, головные уборы и даже обувь. Особый подход у модельера к вечерней одежде. Kors продолжает отвергать все, что стесняет движение, и не приемлет в вещах жестких ограничений, включая туго затянутые корсеты. Он создает сверкающие пайетками образы, где свободного кроя платья струятся вдоль тела, словно жидкий металл. Именно это дизайнер называет роскошный минимализм, в то же время напоминая всем нам, что настоящий шик и гламур заключаются не только, да и не столько в дорогих блестящих нарядах, а в том, как мы будем их носить. Я думаю, данное утверждение относится ко всему представленному сегодня гардеробу. В нем отдельной строкой мне бы хотелось отметить брючные костюмы, ставшие воплощением современной элегантности. Это не просто офисная униформа, а продуманная, гармоничная одежда для женщин, которая ценит стиль и комфорт в равной степени. Не меньшего внимания достойны платья и юбки. Есть великолепные модели с высоким разрезом, с асимметричным ступенчатым подолом, с летящей плессировкой. Любой вариант легко впишется в повседневный ритм большого города. А если дополнить аутфит высокими оперными кожаными перчатками, то получим превосходный вау-эффект. Так что берем аксессуар на заметку. Среди главных героев подиума я еще назову пальто. Michael Kors всегда умел подбирать идеальный баланс между классикой и современностью. Этот сезон не стал исключением. Объемные шерстяные кейпы, строгие двубортные пальто в оттенке карамельной латте, накинутые небрежно на плечи, словно подтверждают, предстоящая осень может и должна быть стильной. Дополняли их бушлаты в духе милитари и длинные пальто-халаты с завязками на талии, которые выглядели одновременно расслабленно и собрано. Мне коллекция очень понравилась. В свою копилку хотелок обязательно добавлю темно-фиолетовый свитер, вязаное платье в бутылочно-зеленом и серый комплект в пижамном стиле.
С интересом, мои дорогие зрители, жду ваше мнение и обсуждение осенне-зимней линейки образов бренда Michael Kors в комментариях к видео. Только не забываем прожимать лайки, друзья. Они здорово мотивируют и помогают в развитии канала. Приятного вам просмотра, красоты, позитива, и пусть каждое ваше утро начинается только с теплого, солнечного настроения.